Сегодня обыкновенный рабочий день, и Клименте выезжает на своем тракторе вспахивать поле. Возможно, вам показалось, что он одет слишком официально для такой работы. И правильно показалось, потому что Клименте – граф и наследник большой империи. Но это не мешает ему лично вспахивать свои поля. Добро пожаловать в Апулию! Это жизнь других. Многие мечтают жить в мегаполисе, поэтому бегут из провинции. Но хотели бы они этого, если бы родились в Апулии, в самом южном и солнечном регионе Италии, где каждое утро начинается с чашечки кофе с круассаном, после обеда обязательный отдых, а вечером после 7 ужин в кругу большой итальянской семьи. Я бы могла родиться в городе Челья-Месапика, в семье сыровара Козимо, доить по утрам коров, готовить моцареллу и буррату и потом продавать ее местным жителям в семейной лавке. Или родиться в Альбарабелло в семье Паскаля и Франчески. Жила бы в небольшом Трулли, на завтрак ела бы свежую выпечку, купленную в пастичерии, а на каникулы ездила со всей семьей в соседний городок на Адриатическое море. Или в семье молодого графа Клименте Дзекка в городке Ливерано. Унаследовал бы семейный бизнес и занималась бы производством знаменитого на всю Италию вина. Но в каком бы городе и какой семье я бы не родилась, то появилась бы на свет в одном из местных госпиталей. При наличии медицинской страховки роды здесь бесплатные, декретный отпуск 5 месяцев, ну а государство выплачивает родителям около 2000 евро за каждого рожденного ребенка. В общем-то, как и во всей Италии. Но есть одна особенность. И несмотря на то, что роды в Апулии абсолютно бесплатны, некоторые женщины готовы выложить кругленькую сумму для того, чтобы рожать самостоятельно дома. Роды в домашних условиях обойдутся от 2 до 4 тысяч евро. Акушерки берут с собой все необходимые инструменты и медикаменты, но некоторые мамочки предпочитают подстраховываться и заказывают дежурную машину скорой помощи. Не во всех городах Апулии есть больницы с родильными отделениями. Порой ближайшая находится в 20-30 километрах. Поэтому в случае осложнений скорая экстренно доставит роженицу в ближайшую подходящую клинику. Моя подруга рожала второго ребенка дома и кроме 3000 евро заплатила еще 900 за дежурство машины скорой помощи. Казалось бы, зачем платить столько денег, если роды в больнице бесплатные и более безопасные? Но оказывается, в Апулии раньше многие рожали дома, поэтому подобная традиция все еще существует в некоторых семьях. Мой муж появился на свет дома, но лично я предпочла рожать своих детей в больнице, так как я абсолютно доверяю системе здравоохранения Италии. Как только ребенок появляется на свет, все местные родители начинают искать детский сад, в который он пойдет. В ясли принимают детей с первых месяцев и до 2 лет, и они обойдутся в 100-150 евро. А сад для детей постарше – около 200 евро. И несмотря на то, что они работают до обеда, и в них не предусмотрены питание и тихий час, для родителей очень важно, чтобы их ребенок с малых лет привыкал к коллективу и развивался. Как только дети достигают возраста 6 лет, они отправляются в 1 класс. И с этого момента на протяжении 13 лет получают среднее образование. Местные младшие и средние школы практически ничем не отличаются от типичных европейских школ. Но вот в старшей есть свои особенности.
В Апулии, как и во всей Италии, старшая школа профильная, где дети сами себе выбирают направление, в котором они будут учиться. И вот одно из них – это строительное. И тут дети учатся делать заборы по старинной апулийской технологии. Представляете? То есть они не заменяют заборы на живую изгородь, на деревянные заборы. Нет, вот как 1000 лет назад строили по этой технологии заборы, так они продолжают их и строить. И в школе их этому учат. Представляете? А так как у меня первое образование строительное, то я думаю, что сейчас я вспомню молодость. Ну, надеюсь, если ничего не испорчу опять детям. Идем посмотрим. Да, представьте себе, вот так вот в небольшом городе Малье ученики на уроке занимаются стройкой. Причем это один из самых популярных профилей. Интересно, почему они изучают строительство и как проходят их занятия? Сейчас узнаю одного из этих юных строителей. Что вы тут делаете, скажи мне? Что вот камни в одну кучку принесли, потом туда складываете? Что вы делаете? Мы так организовываем работу, чтобы камни были распределены по размерам. Сколько раз в неделю у вас такой урок? Такие занятия у нас проходят 1-2 раза в неделю. Слушай, ну это очень сложная работа. А девочки у вас тоже работают на таких занятиях? У нас есть девочка в классе, которая помогает очищать эти камни. Вы серьезно выбираете вот этот предмет сами или вас все-таки заставляют его выбирать? Множество предприятий в нашем регионе нуждается в работниках такого профиля и предлагают достойную зарплату. Классная работа. Идем, будем помогать тебе носить ткань. Тоже можем, мало ли, знаешь. Я же... На тебе, господи, на... Ой, боже, вот это... Честно говоря, где мой камушек? Вот он. Я помогаю детям. Но видишь, дети думают о своем будущем уже в школе. На. Тебе. О. С парнями все понятно, а теперь найти бы ту самую смелую девочку, которая не побоялась тяжелой работы. А, вот и она. Ну, сейчас поболтаем о своем, о девичьем, о стройке. Скажи мне, пожалуйста, ну ладно, ребята выбирают такую профессию, а ты почему? Хотя, знаешь, она почему? А я сама закончила строительный, понимаешь? И теперь спрашиваю ребенка, почему. То есть, и что ты будешь дальше делать? Ты будешь дальше тоже строить заборы? В будущем хочу изучать аграрное право, поэтому этот курс в школе поможет мне лучше освоить будущую профессию. Ничего себе, какая-то... А сколько тебе лет? 16 лет. То есть тебе осталось еще сколько? Еще 2 года осталось учиться? Да, все верно, еще 2 года. Еще 2 года, да? Еще 2 года потаскаешь камни. Ну, идем, я тебе помогу. Идем, Андяма. Идем, Андяма. И куда ты эти камни тащишь? Сейчас объясни мне. Мы их разделяем, а потом учитель говорит, что делать с ними дальше. Слушай, ну ты так одета совсем не для строительства. Белые штанишки, белая кофточка. Ты не боишься запачкаться? Вообще не боюсь. Да правильно, потом постираешь, что бояться, да? Пока общалась с ребятами, вспомнила свою молодость, строительный институт, и решила чуточку помочь. Ой. Пацаны, подождите меня, господи. Рогатцы. Так, прego. Господи. Скузи, зачем вы очищаете, вот зачем я, вот скажу, занимаюсь вот этим вот очищением помещения? Надо все перенести туда, а тут убрать. Господи, боже мой, слушай, ну, я вам хочу сказать, а вы говорите, Жанна, почему ты такая худая? Почему ты такая худая? Да потому что вот так вот, знаешь, вот очистите помещение, то есть именно площадку от камней, и все, и вы будете худые. Правильно? Ну а если серьезно, то будущие строители будут всегда иметь работу и хороший оклад в родных краях. В среднем за квадратный метр забора специалисты зарабатывают около 40-50 евро. В месяц зарплата достигает 1500 евро. Работа есть всегда, поэтому молодые кадры не будут сидеть без дела. Но разве это не прекрасно? Пойдешь ты в университет или нет, без работы точно не останешься. В Апулии 80% местных выпускников поступают в вузы. Но вы ни за что не догадаетесь, какая специальность здесь пользуется нешуточной популярностью. В Апулии до сих пор находят древние амфоры, монеты и артефакты. И желающих учиться на факультете археологии тут очень много, потому что практические занятия у них проходят вот в таких условиях. Представляете, вот на этом месте в IV веке до нашей эры стоял храм. И вот теперь студенты здесь работают, видите, у них тут проходит практика. Ну это же здорово. Идем посмотрим. Кто-то
Кто-то из студентов на таких раскопках находит фрагмент старинной амфоры, кто-то украшение, а кто-то человеческую кость. Но некоторым удается сорвать настоящий археологический джекпот. В прошлом году я наткнулась на древнюю гробницу. Было очень волнительно. Чувствовала себя настоящей Ларой Крофт. Ведь подобная находка — это гордость для любого археолога. Но если студент найдет золото или сундук с сокровищами, то он передаст его государству, не получив ничего взамен. Вознаграждение в таких случаях не предусмотрено, ведь это часть обучения. Единственный, кто может претендовать на что-то, это владелец земли. И то он получит не более 1/5 от стоимости найденного артефакта. Но студенты не печалятся на этот счет, ведь для них честь сделать подобный вклад в развитие науки. Раскопки раскопками, но не мешало бы заглянуть в университетскую лабораторию, чтобы узнать, что происходит со всем найденным после. Пойду пообщаюсь со студентами одного из университетов города Лечче. А вот мне знаешь, что очень интересно? Вот вы нашли какой-то черепок. Вот скажи мне, как ты можешь понять, сколько ему лет и кто им пользовался вообще? Как? Вот ты смотришь на него и что? Вот куда ты смотришь? Мы обязательно смотрим на материал, узор, технику изготовления. Но самое главное, идя на раскопки, мы понимаем, на каких уровнях Земли они будут проходить и к какому приблизительно периоду будут относиться найденные артефакты. Ну хорошо, вот это какого века вот эта вот штука? Ну, надо подумать, конечно. Ты не знаешь? Какие-то студенты-двоечники, очевидно. Ну, я просто растерялась. Это 6 век до нашей 6 век эры. до нашей эры. Господи, лучше положу. От греха подальше. Это все очень увлекательно, но какое будущее ждет этих юных археологов? Почему вы решили тут учиться? Это что, такая востребованная профессия? С точки зрения востребованности, это трагедия. Но мы надеемся, что со временем это как-то изменится. Ну, подожди, трагедия. То есть вы сейчас платите за свое образование? Да, конечно, платим. Знаешь, где трагедия? То, что вы платите за свое образование, все золото вы должны отдавать, и работа у вас потом не факт, что будет. Конечно, прикасаться к вот этому, к вечному, это, наверное, так прекрасно, но очень печально, что вы не знаете своего будущего. Согласна, но мы выбрали любимую профессию. На всякий случай мы, например, с Джакомо, сдаем специальные экзамены, чтобы потом иметь возможность преподавать. Как я позже узнала, в будущем археологи зарабатывают от 2 до 5 тысяч евро, в зависимости от того, будут они работать на раскопках или преподавать в университете. Так что за них точно не стоит переживать. Что только не происходило на территории Апулии за время ее существования. И пока кто-то выбирает профессию, связанную с поиском древних реликвий, некоторые мечтают жить в самых настоящих памятниках архитектуры. Часто, когда мы выбираем себе новое жилье, мы хотим жить в новострое, в больших просторных квартирах. Но здесь, в Апулии, люди выбирают дома, которым по 400-500 лет, представляете? И платят за это огромные деньги. Не зайти в такой дом я просто не могла, поэтому идем посмотрим, как же они живут там. Трулли – известные на весь мир домики, в которых полвека назад обитали жители городка Альбарабелла. Принято считать, что в них теперь останавливаются только приезжие туристы. Но это совершенно не так. В одном из таких уютных домиков проживает Паскаль и Франческа со своими детьми. К ним я сейчас и загляну. Господи, я знаешь, с ума схожу от чего, что я была, уже в таких домах, в разных странах, но вот в таком доме я действительно еще никогда в жизни не была, даже не думала, что так вот могут жить. Такое ощущение немножечко, что, знаешь, тут живут гномики, такие домики похожи, да? Вот, но тут такой достаточно нормальный холл, видишь, тут кухня. О, hello! Чао, рагаци. Видишь, делают тут девочки уроки. Тут кухня. Ну что, нормальная стандартная кухня. Ничего, маленькое окошечко только наверху. Видишь, и все. Но не буду мешать детям делать уроки. Посмотрю, что же там дальше. Ого, тут еще столько места. Тут подвал, представляешь?
О, спальня, идем посмотрим. Господи, эти тролли кажутся снаружи такими маленькими, а тут, понимаешь, абсолютно такие нормальные, хорошие комнаты. Посмотри, то есть просторно, но все равно тут очень, вот я даже вот, одета, но все равно немножечко мне прохладно. И видишь, совсем маленькие окошечки. Все тролли отличаются тем, что тут очень маленькие окошки и все из камня. Все из камня. Так, идем дальше, посмотрим. Дальше по коридору небольшая детская и ванная. В общем-то, и все. Внутри Трулли чем-то напомнил мне стандартную квартиру. Ну, я обстановку изучила, а теперь самое время узнать у хозяев, сколько стоит жизнь в таком сказочном домике. У вас очень красивый дом. Честно говоря, я была во многих домах, но в таком просто не была. Вы давно живете в нем? Здесь мы живем уже 2 года. Но прежде чем заехать в Трулли, мы 7 лет занимались его реконструкцией. За это время наши дети уже успели вырасти. Ну, а почему вы решили сюда переместиться жить? Тут же все равно есть свои явные минусы. Тут прохладно, тут сыро, тут мало света. То есть, конечно, это очень интересно. Мне кажется, тут постоянно жить, это надо очень много тут следить за домом. Ты абсолютно права, Жанна. Но мы это предвидели наперед, поэтому у нас полностью отапливаемый пол, и зимой мы не мерзнем. Недостаток окон компенсируется наличием сада, через который в наше жилье попадает весь недостающий свет. Как выяснилось, вся жилплощадь занимает 130 квадратных метров. И в месяц хозяева тратят 350 евро на коммунальные услуги. По местным меркам это немало. Но как вы хотели, жить внутри исторического памятника? Я знаю, что вот эти тролли занесены в список наследия ЮНЕСКО. И чтобы его приобрести, это очень дорого стоит. Сколько вы заплатили, чтобы иметь такой дом? Уже практически не осталось свободных трулли, которые можно было бы купить. Ведь владеть этим памятником архитектуры бесценно. Если я вдруг решу продать его, то он будет оцениваться 800 тысяч евро. 130 квадратов, 800 тысяч евро. Ну, слушай, большие деньги, интересное помещение. Финансовые вопросы обсудили. Теперь самое время поговорить о житейском. Чем ты кормишь на завтрак своих детей? Обычной нормальной едой. Ну, что такое нормалиссимо? Ну вот скажи мне, что для итальянцев нормалиссимо? Чай или какао со свежей выпечкой, круассанами или тосты с джемом. На секундочку. Слышали? Слышали? А скажи, а вот кашки варишь детям, яйцо, сосиску, сырнички, ты не знаешь, что это такое? Вот что-нибудь из такого завтрака ты делаешь? Ну что ты, мы утром такое не едим. Да, итальянские мамы никогда не кормят своих детей на завтрак тем, чем кормили нас в детстве. Слушай, а это вот я слышала, конечно, я не понимаю, правда ли это, что вот в этой зоне, если вдруг там у детей какое-то отравление или болит животик, их кормят пастой с сыром. Это правда? Правда. Как? Что это за лекарство? Еще раз, внимание, вы сейчас все слышали, что если у ребенка болит живот, отвариваете ему просто пасту и туда много-много пармезана засыпаете. И все, и ребенок здоров. Скажи такое моей маме, она сойдет с ума, честно говоря. Вот тебе и апулийская народная медицина. Да, итальянцы так любят еду, что даже при отравлении не могут себе отказать в любимой пасте. Но без чего они действительно не могут прожить и дня, так это свежая выпечка из пастичерии. Поэтому я решила со своей хорошей знакомой Анной Лизой приехать в город Лечче, в одну из самых знаменитых пастичерий в Апулии, и узнать, почему местные представительницы прекрасного пола не боятся лишних калорий. Анна-Лиза, вот скажи мне, вот я же вот все смотрю и в шоке, понимаешь, от вас. Итальянские женщины на завтрак едят сладкое, пасту, пиццу. Ну как это вы можете себе позволить такое и такие худые и красивые? Почему? Мы не боимся есть выпечку, пиццу, пасту, потому как знаем, что она готовится из качественной итальянской муки и отличного оливкового масла. В целом мы сбалансированно питаемся. Ну,
Ну, слушай, ты понимаешь, в любом случае, как бы ты сбалансированно не ел пирожное, пасту и пиццу, ты в любом случае не можешь быть худой. А у вас это удается, и, честно говоря, это приводит меня в шок. Хорошо, а слово «диета» вам знакомо? Да, конечно же, мы знаем, что такое диета. Но она заключается в том, что мы не переедаем, а кушаем всего понемногу. Чуть-чуть того, чуть-чуть этого. Вот и все. Ну а как можно себя полностью ограничить в итальянских лакомствах? Вот, понимаете, вот говоришь, и вот понимаешь, что просто вот абсурд, понимаешь, немножечко сладкого, немножечко пасты, немножечко пиццы, вот тебе и диета, понимаешь, вот и все. Хорошо, а спорт вы любите вообще, вот в зал ходить, вот именно там вот, тягать штанги, бегать? Я стараюсь ходить на фитнес, но больше люблю активные прогулки вдоль моря или по городу. Этого вполне достаточно, чтобы потратить накопившиеся калории. Вот, слушайте, ну вот понимаете, вот нормальные же слова. Съел утром, понимаешь, сладкую булочку, понимаешь, и пошел с собачкой прогулялся. Съел на обед пасту, после чего поспал, конечно, и опять прогулялся. Ну все ж понятно, что неясно с диетой. Все ж понятно, ну правильно я говорю? Живут же люди. А пока Анна-Лиза убежала за детьми в детский сад, я решила заказать несколько пирожных и почувствовать себя настоящей итальянкой. Но было бы неправильно говорить о любви апулийцев только к мучным изделиям, ведь природа щедро наградила этот регион настоящими деликатесами. Жителям Апулии очень повезло. Они каждый день могут приходить на рынок и покупать свежие морепродукты, свежайшие. А для этого местные рыбаки каждое утро выходят в море за новым уловом. И, конечно же, за местным деликатесом – морскими ежами. Идем посмотрим. Чтобы выловить морских ежей, рыбакам надо пройти специальные курсы подготовки, которые длятся от 7 дней до 2 месяцев. После чего они получают у властей разрешение на ловлю, покупают водолазные костюмы, а некоторые еще и акваланг, и отправляются в море. А чтобы узнать все тонкости такой рыбалки, я приехала в небольшой городок Галлиполи. Вы каждый день ловите этих ежей? Почти каждое утро. Сколько максимум за утро ты можешь ежей собрать? 50. 50? Каждый из нас. А, вас трое, и каждый по 50 ежей. А чем ты их ловишь? Руками, я не могу понять. Руками и небольшим ножиком. Собрали 50 ежей, и куда вы потом их несете? Что вы с ними делаете? Собираем сетку и везем на рынок. Там их сдаем. По 30 центов за штуку. Вы утром поймали ежей, отвезли их на рынок, там, да, продали где-то в ресторане. А дальше что вы делаете целый день? Лежите, отдыхаете? После того, как работа сделана, мы едем домой, принимаем душ и отдыхаем. Ведь завтра нам в 7 утра уже надо быть снова в море. Слушай, ну нормальная работа, видишь, как бы не работа с 9 до 6, люди утром пошли, погрузились, поймали 50 ежей и пошли домой отдыхать, так сказать. Работа не пыльная, а летом вообще приятно. Но, как выяснилось, все не так просто. Вылов ежей разрешен строго с 1 декабря до 1 мая. В остальное время ежам дают возможность спокойно размножаться. А тех, кто решит их ловить в неположенное время, могут оштрафовать на сумму до 1000 евро с конфискацией всей экипировки. Интересно, чем же в этот период занимаются рыбаки? Мы уходим в море. Боже мой, вы понимаете, какая шикарная работа у людей? Про ловлю ежей я все узнала. А теперь самое время узнать, какие же они на вкус. И поможет мне в этом Алессандро, продавец на местном рыбном рынке. Вот это вот семейный бизнес. Он сегодня утром поймал этих ежей, принес сюда на рынок и продает. Точно так же, как и устрицы, и креветки. И сейчас я все отведаю прямо здесь, на рынке. С этими ежами, как их надо есть? Берем кусочек хлеба и с его помощью собираем все содержимое. Просто, да, выковыриваем. Ну, давай. Смотри. Ну, перфекто. Я тоже так это могу сделать. Значит, смотри, вот так вот я беру хлебушком. Но тут позже иголки попадаются, ничего не понимаю. Мне так это не просто с этим справиться. Ну или вот так. Да.
Нет, я лучше с хлебом тогда побуду. Хорошо, а когда заканчивается сезон ежей, что ты делаешь? Ракушки, устрицы, что у тебя? Я торгую всеми видами моллюсков, продаю креветки и, конечно же, рыбу. Ну а пока вылов ежей разрешен, в день Алессандро продает около 600 штук, по 60 центов за каждого. И с учетом всех расходов и налогов за один рабочий день он зарабатывает около 100 евро. Неплохо, хочу я вам сказать. Жить можно. Ну вот, человек сегодня заработает 100 евро, а я сейчас потрачу 10 евро и сойду с ума от этого деликатеса. А мой оператор тоже сойдет с ума от голода, потому что он будет меня снимать, как я это буду все есть, а он на работе. Держись, держись. Еще один продукт, с которым ассоциируется Италия и который особенно любят на юге – это сыр. Местные жители обожают сыры моцарелла, рикотта, буррата. Ну, это же, понимаете, какая вкуснятина. Но никто из них не пойдет покупать сыр в супермаркет, потому что настоящий сыр делают мастера собственными руками. Я приехала в городок Челья-Месапика, к знаменитому на весь регион сыровару Козимо Гальяндро. К нему съезжается со всего региона, чтобы купить свежий сыр. Ну а я застала его в момент производства новой партии моцареллы. Но прежде чем зайти внутрь, мне пришлось надеть резиновые сапоги белого цвета, халат и шапочку. Смотрите, как хорошо все село. Я обожаю моцареллу, конечно, никогда не видела, как ее делать. Только покупала и ела. Хозяйки, а теперь информация для вас. Для приготовления знаменитого сыра вам необходимо подготовить творожную массу. Для этого всего лишь в теплое молоко необходимо добавить сычужный фермент. Видите, как у Козимо все легко получается. У нас уже все готово, поэтому приступим к делу. Козимо, скажи, ты вот каждый день такое делаешь? Каждое утро? Это мой ежедневный ритуал. Боже, каждое утро. А во сколько ты просыпаешься? В 4 утра. Каждый день в 4 утра ты встаешь и вот это вот фермент добавляешь в молоко и потом вот это вот делаешь. Неудивительно, ведь уже с 7 утра у лавки собирается толпа людей за свежим сыром. В таком режиме Козимо работает 7 дней в неделю. И даже общаясь со мной, он, не останавливаясь, занимается своим делом. Жанна, смотри. В творожную массу я уже залил кипяток и добавляю соль. Это соль, да, ты добавляешь? Ага, то есть, а я смотрю, ты так все на глаз, да? Ты давно занимаешься этим уже? Давай я тебе помогу, хочешь? Я умею мешать. Это не так уж и просто. А, нет, да? Не доверяешь? Ну, держи. Давай, ладно. Он так лихо со всем справляется. Интересно, как давно он занимается этим бизнесом? Я занимаюсь этим с 1982 года. Боже, да ты что? Это, знаешь, это же многие не родились еще. За день сыровар на Козимо производит 200-250 килограммов сыра. Производство 1 килограмма стоит около 5 евро, а продают сыр чуть дороже 7 евро за кило. Ведь конкуренция бешеная, надо удержать клиента. А скажи, а чем-то отличается вот моцарелла твоя там от других? Вот что в твоей моцарелле такого уникального, что должны все прийти и купить твою моцареллу? У нас есть свои коровы, поэтому первый секрет успеха – это домашнее молоко. Ну и, конечно же, то, что каждый сыр мы делаем своими руками. Ну а тем временем мы приблизились к финишной прямой. Несколько движений, и моцарелла будет готова. Да, пожалуйста, что, отойти? Опа! Он из горячей воды выбрасывает узелочек в холодную воду. Видишь, сделала однородную массу. Боже мой, это так интересно. То есть это с 80-го года ты делаешь эти узелки. А ты учился где-то на это? Или ты так просто талантливо семейную традицию продолжаешь? В юности я совсем немного поучился, а вообще меня всему научили родители. Ты видишь, они как делают? Они чик-чик-чик бросают, чик-чик-чик бросают. Я даже не хочу предлагать свою помощь, потому что я буду сейчас один узелок до завтра завязывать. Ну, раз уж я тут, то почему бы не попробовать? Принесли мне отдельную кастрюльку, чтобы я отдельно стояла, знаешь, как детям. Чтобы, знаешь, мамы не мешали. Так, ну и что, хорошо. Так, пробуй. Так, беру
Ой, горячая какая. Растягивай Тяну жвачку и скручивай в и узелок. завязываешь. Так, вообще легкотня, вам скажу, ребята. Все. Баста? Да, готово. Окей, перфект. Блестяще. Аплодируют, говорят, что ху-ху, вот так, ну все. Теперь кто-то будет кушать Жанкин узелок. Дело сделано. Теперь готовая продукция отправится в лавку, где ее будут продавать по 7,60 евро за кило. В среднем апулийцы съедают около 5 килограмм сыра за неделю. И я их прекрасно понимаю, ведь он невероятно вкусный. Пока я дегустировала сыр, Козима рассказал, что налоги он платит сумасшедшие 48%. Но даже при этом бизнес приносит около 60 тысяч евро чистой прибыли в год и обеспечивает всю его семью. Своим работникам Козима платит зарплаты от 1000 до 2000 евро. Вполне достойная оплата труда для маленького городка. Семейные производства широко распространены в Апулии. Нередко старшее поколение очень переживает, будет ли процветать их дело, когда им на смену придет молодежь. Но в городе Ливерано, в семье известных виноделов, за это давно никто не переживает. Мы привыкли, что семейным бизнесом в Европе, как правило, управляют отцы или деды. Но что делать, если тебе всего лишь 23 года, а тебе на плечи падают 800 гектаров земли с виноградниками? Вы представляете такое? Сейчас я все и узнаю у молодого наследника. Климента, 24-летний граф. И вот уже год, как он управляет семейным бизнесом. В его распоряжении входит 800 гектаров земли, из которых 320 засажены виноградом. Впечатляет. Так, скажи мне, то есть ты тут хозяин на этих плантациях? Выходит, что так. Ведь у братьев моего отца детей нет, а я единственный ребенок в семье. Так ты, значит, очень обеспеченный, богатый человек, я правильно понимаю? Да-да. Ой, слушай, ну и как тебе живется, скажи, вот с таким пониманием? Ты вообще учился в университете? Да, я получил высшее образование по специальности, связанной с виноделием. По сути, ты мог им ничего и не заканчивать, у тебя уже есть бизнес, ты и так хозяин, я думаю, ты с детства знаешь, как этим заниматься, но ты все равно пошел учиться, молодец. В бизнесе очень важно не стоять на месте и постоянно повышать уровень своих знаний, приобретать новый опыт. Ты имеешь титул графа, но, насколько я знаю, ты сам тут ездишь на тракторе и помогаешь убирать? Да, я граф, но если я буду бояться запачкать руки, то успеха мне не видать. Семейный бизнес Климента процветает более 400 лет. И думаю, с таким подходом к делу, как у него, будет и дальше развиваться в том же духе. Интересно, а такой же он рациональный, как дело доходит до покупок? Ну, скажи мне, хорошо, а на что ты больше всего тратишь денег в своей жизни? Трачу деньги на вина других производителей, чтобы лучше изучить своих конкурентов. Это все понятно. Ты мне скажи, на какие развлечения в своей жизни ты тратишь деньги? Вот помимо работы, помимо вложения в свой бизнес. Развлечения. На машины трачу. Итальянские Ну, машины. конечно, итальяны. Слышь, какие же он не будет немецкие ж машины покупать? Смешно было бы, правильно? Сколько у тебя машин? 2 машины, и этого достаточно. Ну, 2 макины. Хорошо, что еще? На что еще ты можешь? Еще трачу на девушек и подарки для них. Типичный итальянский мужчина. Тратит деньги на вино, пусть и по работе, и девушек. Компания Клименте приносит от 1 800 000 до 4,5 миллионов евро чистой прибыли в год, при учете всех выплаченных налогов. И, казалось бы, молодой человек может себе позволить многое, но он этого не делает. В Италии богатые люди не пускают пыль в глаза. Выставлять на показ свое богатство – признак людей с низших слоев общества. Очень часто итальянские миллионеры живут скромно, в небольших домиках, но при этом владеют сотнями гектаров земли. На отдых едут в соседний город, а продукты покупают там же, где и все. Богатого человека можно определить по одежде. Я, например, уже много лет шью костюмы у своего портного в Неаполе. Один костюм обходится примерно в 5000 евро, и у меня таких около 20 штук, я думаю. Виноделы, сыровары, рыбаки, фермеры. Интересно, а другие профессии в Апулии существуют?
Если вы думаете, что в Апулии люди занимаются только сельским хозяйством и семейным бизнесом, вы глубоко ошибаетесь. Тут живут и обеспеченные адвокаты. А вот как они живут, мы сейчас это и увидим. Идем. Я пришла в гости к Эджидио и Марии Розарии. На протяжении 20 лет они живут в этом роскошном доме в городе Мандурия. Первая мысль, которая приходит в голову – сколько же времени хозяйка тратит на его уборку? У нас есть домработница, которая помогает нам 3 раза в неделю. Мы платим ей 8 евро в час. В среднем за месяц тратим на уборку 500 евро. С уборкой все понятно, а теперь можно и другие вопросы обсудить. А чем вы занимаетесь? На протяжении 30 лет я работаю адвокатом. С утра чаще всего занимаюсь судебными делами, во второй половине дня офисной работой. Последние 10 лет я работаю воспитателем в детском саду с малышами от 3 до 5 лет. То есть воспитатель детского сада и адвокат. То есть я правильно понимаю, что вы так хорошо зарабатываете, что можете себе позволить купить такой шикарный дом? При правильном распределении денежных средств у нас получилось построить дом своей мечты. Любая семья, которая зарабатывает выше среднего, смогла бы себе позволить то же самое. А сколько стоят коммунальные услуги в таком доме? Чтобы не расстраивать себя, я стараюсь не считать ежемесячные расходы. Могу лишь сказать, что в год за газ мы платим 1500 евро, а за свет 1200 евро. Глядя на то, как эта пара мило держится за руки все интервью, я не могла не перейти на более романтическую тему для разговора. Расскажите мне, какие секреты вот у вас есть, как можно жить вот так долго и счастливо, что через столько лет вы сидите и держитесь за ручки? Ругаться, конечно же. Вот, это, кстати, да, это шикарно. Тишина — это плохо. Она вредит, надо все проговаривать. Нужно спорить и находить компромиссы. Да, и поэтому вы никогда не ругаетесь или ругаетесь? Мы дискутируем. Да, дискутируете. Но вы дискутируете как нормальные итальянцы, именно с руками, с криками или интеллигентно вот так вот, а? Мы много жестикулируем, ведь жесты помогают усилить слово. С итальянским адвокатом не поспоришь. К тому же схема рабочая, проверенная. Берите на заметку. Между прочим, у этой прекрасной пары есть 2 взрослых детей, которые учатся в университете. Образование детей, содержание большого дома, дорогая мебель – все это могут себе позволить учитель и адвокат? Интересно, а какие зарплаты в Апулии? Я работаю электриком и зарабатываю 1500 евро в месяц. Я мэр города Орадео, и мой месячный оклад почти 2000 евро. Я тату-мастер и зарабатываю до 2500 евро в месяц. Я работаю сантехником и в месяц зарабатываю до 1600 евро. Я музыкант, и порой за месяц мне удается заработать 3000 евро. Не менее важный вопрос – это здравоохранение. И в Апулии есть свои особенности. Когда местные жители болеют, то они не ограничивают себя больницами, врачами и лекарствами. Ведь здесь земля богата термальными источниками, лечение в которых покрывается страховкой. С 1915 года мы помогаем нашим пациентам в лечении широкого спектра патологий, начиная с сосудистых заболеваний и заканчивая респираторными. Но не только местные прибегают к лечению в апулийских санаториях, но и целый ряд иностранцев приезжает сюда. Согласно международной статистике, Италия занимает 2-е место в списке стран с самой эффективной системой здравоохранения. Почти 10 лет Марчелло Мартириджано занимается медицинским туризмом. С его помощью многие итальянцы и иностранцы получили качественную врачебную помощь и прошли лечение у лучших специалистов страны. Тысячи наших клиентов остались довольны лечением, которое им удалось совместить с отдыхом. Мы находим индивидуальный подход к каждому и хотим, чтобы об Апулии знали во всем мире. Встретить старость в Апулии значит быть в окружении своей большой итальянской семьи. Средняя пенсия в регионе 800 евро, поэтому без помощи детей на старости многим непросто. Я решила заглянуть в гости к 92-летней Аурелии и задать ей все волнующие меня вопросы, а также помочь ей приготовиться к визиту всей ее семьи на воскресный обед.
Ой, дорогие друзья, вам сегодня дико повезло. Мы будем делать сегодня местную пасту по старинному рецепту. Я умоляю, я же тоже хочу научиться, мне же тоже очень интересно. Можно я тоже помогу как-нибудь? Потому что, я же так понимаю, сегодня воскресенье, и на обед приходит вся семья огромная. Аурелия, а почему вы делаете это одна? То есть вам никто не помогает? Ну, я вот помощница, окей, пришла. А так вы на всю семью делаете вот эту пасту? Ко мне на ужин приходят мои дети, внуки и правнуки. Ну, у вас хорошо много места. А скажите, пожалуйста, а вы одна живете? С кем вы живете? Я живу с детьми. 1 месяц поживу у одного ребенка, 1 месяц у второго, а потом месяц у третьего. Каждый месяц переезжаете каждому сыну? А почему вам нравится менять место жительства постоянно или что? Да. Я одна, поэтому теперь кочую. Как великолепно, слушай, и интересно. Ты понимаешь, обычно у нас дети приходят в дом к родителям, а тут мама каждый месяц переезжает к новому своему ребенку и говорит: теперь я буду жить у вас. Слушай, так здорово, и не надоедает никто никому, правильно? А вы всю жизнь прожили в Апулии? Да, я даже не знаю, что там в соседнем городе. То есть вы всю жизнь тут прожили? У вас, наверное, тут каждый уголочек вам знаком, да? Аурелия получает пенсию 700 евро. Пожаловалась мне, что этих денег недостаточно, но благо есть дети, которые всегда помогают. Ну, вы долгожительница, 92 года, это же не каждому еще дано такое счастье прожить так долго. Это же очень здорово. То есть сколько вы можете помнить, что было в вашей жизни. Это же так прекрасно. Ох, Жанна, тяжелая была жизнь в работе с утра до ночи. Я выросла в многодетной семье, некогда было учиться, поэтому я до сих пор безграмотная. Я была самой младшей в семье, и меня родители всегда забирали с собой в поле, когда шли на работу. Не было времени и не было кому водить меня в школу. Вот такая она жизнь. Не такая уж и легкая. Скажите, а вы вспоминаете свою жизнь, вот молодость? О чем вы жалеете? Очень жалею, что так и не получила никакого образования. Ведь это так важно, и без этого так сложно. Но в свою очередь я сделала все, чтобы мои дети были образованными. Пока я расспрашивала Аурелию о ее непростой жизни, приготовился обед, и пришли родственники, чтобы провести этот воскресный день в кругу любимой семьи. Ребят, вот знаете, самое главное, наверное, все-таки вот в жизни, когда тебе 92 года, чтобы вот у тебя были каждый раз вот такие воскресенья, когда каждый раз на обед к тебе приходят твои люди, которые любят тебя, твои близкие, и вы сидите и болтаете. Так прекрасно. Я тоже хочу дожить до 92 лет. 4 поколения сидят за одним столом. Наверное, это и есть настоящее счастье, когда все любимые люди рядом с тобой. Если бы я родилась в Апулии, то, скорее всего, не носила бы высокие каблуки, прекрасно разбиралась бы в винах и сырах, по воскресеньям собиралась на обед со всей своей большой семьей и никогда бы не променяла свою провинциальную жизнь на жизнь в столице, потому что... В Апулии тихо и спокойно. Тут невероятная природа. И самая вкусная кухня. Здесь я могу заниматься любимым делом. В Апулии живет моя семья. За счастьем не нужно никуда уезжать, нужно просто любить свою жизнь. А я вам буду показывать жизнь других.